Здравствуйте, дорогие зрители! С вами юрист Валерий Табаков, и сегодня мы разбираем 9 ключевых юридических новостей Украины за август 2025 года. Эти события касаются основных законодательных изменений, международного права, гуманитарных вопросов и громких судебных дел, таких как дело об убийстве Ирины Фарион и скандал вокруг заявления Алексея Гончаренко. Мы подробно рассмотрим каждую новость, чтобы вы понимали, как они влияют на ваши права, бизнес или жизнь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, активируйте уведомления. Чтобы не пропустить новые выпуски, давайте начинать. Новость первая. Новый закон о поддержке внутренне перемещенных лиц. С 1 августа 2025 года вступил в силу закон, упрощающий получение статуса внутренне перемещенных лиц ВПЛ. Теперь достаточно подать электронное заявление через приложение ДИА без предоставления бумажных документов. Для ВПЛ в прифронтовых зонах выплаты увеличены до 3000 гривен в месяц. Закон облегчает жизнь миллионам украинцев, вынужденных покинуть дома из-за войны. Упрощение через ДИЮ снижает бюрократические барьеры, что особенно важно для тех, кто потерял документы. Увеличение выплат в прифронтовых зонах поддерживает людей в опасных регионах. Однако упрощение может привести к мошенничеству, и органы власти будут проводить проверки. Возможны сбои в ДИИ из-за наплыва заявок. Закон может стать моделью для других социальных программ, но его успех зависит от технической реализации и контроля. Если вы ВПЛ, подайте заявление через ДИЮ, проверьте данные и сохраните подтверждение. При проблемах с выплатами обратитесь в органы соцзащиты и сохраняйте все документы. Новость 2. Ужесточение ответственности за уклонение от мобилизации. С 10 августа 2025 года усилена ответственность за уклонение от мобилизации. Штрафы для граждан до 25 500 гривен. Для должностных лиц до 51 тысячи гривен. Повторные нарушения могут привести к административному аресту до 15 суток. Закон принят для укрепления обороноспособности в условиях военного положения, но вызвал споры. Высокие штрафы и арест воспринимаются как давление, особенно на фоне экономических трудностей. Юридически важно, чтобы повестки вручались законно, иначе их можно оспорить. Закон обязывает работодателей сообщать о сотрудниках, уклоняющихся от мобилизации, что создает нагрузку на бизнес. Это подчеркивает необходимость четкого соблюдения процедур и защиты прав граждан. Если вы получили повестку, обратитесь к юристу для проверки ее законности. Работодателям уточните обязанности по уведомлению военкоматов, чтобы избежать штрафов. Новость 3. Обмен военнопленными 24 августа. В День независимости Украины состоялся обмен военнопленными. 146 украинских военнослужащих и гражданских вернулись домой. Украина передала тела 19 российских солдат, а Россия тела 1000 украинских защитников. Процесс регулируется Женевскими конвенциями. Обмен демонстрирует соблюдение международного гуманитарного права, но подчеркивает необходимость дальнейших переговоров. Женевские конвенции обязывают обеспечивать гуманное обращение с пленными и возвращение тел погибших. Процесс осложняет идентификация тел и обеспечение прав семейной информации. Это также сигнал о возможности диалога, который может повлиять на будущие правовые процессы. Для семей это эмоционально тяжелый процесс, требующий юридической поддержки. Если ваши родственники в плену, обратитесь в
Координационный штаб по вопросам военнопленных или Красный Крест. Сохраняйте документы для возможных обращений в международные суды. Новость 4. Финансовая помощь от МВФ и изменения в бюджете. Президент Зеленский обсудил с главой МВФ новую программу помощи на 2026 год из-за дефицита бюджета в 10-19 миллиардов долларов. Приняты поправки к закону о госбюджете, упрощающие распределение международной помощи. Поддержка МВФ критически важна для экономики Украины, покрывая расходы на оборону, восстановление и социальные программы. Упрощение распределения средств ускоряет их использование, но требует прозрачности и контроля за коррупцией. Для бизнеса это открывает грантовые программы, особенно в сферах восстановления инфраструктуры. Международные доноры могут ужесточить требования к отчетности, что создаст нагрузку на госорганы и получателей. Это также подчеркивает зависимость Украины от внешней помощи, влияя на реформы. Предпринимателям совет: следите за грантовыми программами через Минэкономики, подготовьте документы и проконсультируйтесь по условиям финансирования. Новость 5. Банковские гарантии для оборонных контрактов. Ощадбанк внедрил механизм банковских гарантий для контрактов на 837 миллионов евро с Нидерландами для закупки дронов. Средства размещаются на эскроу-счетах, снижая коррупционные риски. Механизм повышает прозрачность в оборонной сфере и доверие партнеров, таких как Нидерланды. Эскроу-счета гарантируют целевое использование средств, что важно для крупных контрактов. Для бизнеса это открывает возможности участия в международных сделках, но требует строгого соблюдения стандартов. Закон может стать прецедентом для других соглашений, укрепляя позиции Украины в оборонной кооперации. Компании должны быть готовы к аудитам и проверкам. Если ваш бизнес в оборонной сфере, изучите условия контрактов через Ощадбанк или Минобороны. Проконсультируйтесь по эскроу счетам. Новость 6. Расследование СБУ против Медведчука и его сообщников. СБУ предъявила обвинение Виктору Медведчуку и 12 сообщникам в госизмене и финансировании оккупационных структур. Дело имеет огромное значение для национальной безопасности. Обвинение в измене подчеркивает борьбу с коллаборационизмом в условиях войны. Процесс требует неопровержимых доказательств, чтобы выдержать судебное рассмотрение. Публичность может повлиять на объективность, а для обвиняемых это грозит длительным лишением свободы. Для общества это сигнал о неприемлемости сотрудничества с врагом. Но процесс должен быть прозрачным и справедливым, чтобы избежать обвинений в политическом преследовании. Если вы столкнулись с обвинениями в коллаборационизме, наймите адвоката, соберите доказательства невиновности и обеспечьте соблюдение прав в суде. Новость 7. Закон о психологической помощи детям. Принят закон, расширяющий доступ к бесплатной психологической помощи для детей, пострадавших от войны, через госцентры. Почти половина украинских детей страдают от ПТСР. Закон защищает подрастающее поколение, переживающее травмы войны. ПТСР у детей может привести к проблемам с обучением, социализацией и психическим здоровьем. Бесплатные консультации снимают финансовую нагрузку с семей, но вопрос в ресурсах и количестве специалистов. Закон подчеркивает важность интеграции психологической помощи в школы и медучреждения, что может стать основой для программ поддержки населения. Реализация потребует координации между государством и общественными организациями.
Родители, обратитесь в центры соцзащиты для информации о программах. Сохраняйте записи о консультациях для подтверждения участия. Новость 8. Судебное дело об убийстве Ирины Фарион. 22 августа 2025 года в Шевченковском райсуде Львова продолжилось слушание дела об убийстве Ирины Фарион. Подозреваемый Вячеслав Зинченко, по данным следствия, признался в преступлении в разговоре с сокамерником, но в суде заявил, что сделал это под давлением. Прокуроры представили аудиозапись, где Зинченко якобы сказал, что убил Фарион из-за ее позиции по русскоязычным гражданам. Дочь Фарион, София Особа, отметила, что мотивом была ненависть к ее матери как защитнице украинского языка. Дело Фарион – одно из самых резонансных в Украине, так как затрагивает вопросы языка, национальной идентичности и свободы слова. Аудиозапись с признанием Зинченко вызвала споры. Защита утверждает, что она получена под давлением, что ставит под сомнение ее законность как доказательство. Это поднимает вопросы о соблюдении прав подозреваемых и стандартах следствия. Дело может повлиять на общественное настроение, особенно в контексте языковой политики. Судебный процесс требует прозрачности, чтобы избежать обвинений в политическом давлении. Если вы связаны с подобными делами, обратитесь к адвокату для защиты прав. Гражданам совет: следите за ходом дела, чтобы понимать его влияние на языковую политику. Новость 9. Заявление Алексея Гончаренко против Елены Мандзюк. Народный депутат Алексей Гончаренко подал заявление в СБУ против блогера Елены Мандзюк, обвиняя ее в разжигании вражды по языковому признаку. Часть 1, статья 161 Уголовного кодекса Украины. Поводом стал комментарий Мандзюк в Инстаграм от 14 июля 2025 года, где она написала, что ее дети могут побить другого ребенка, который говорит на языке террористов. Полиция Хмельницкой области начала досудебное расследование. Мандзюк отрицает призыв к насилию, утверждая, что ее слова искажены, и рассматривает подачу встречного иска против Гончаренко за клевету. Скандал подчеркивает напряженность вокруг языкового вопроса в Украине. Обвинение по статье 161 Уголовного кодекса грозит Мандзюк штрафом до 500 необлагаемых минимумов, ограничением свободы до 5 лет или лишением права занимать определенные должности. Заявление Мандзюк о встречном иске за клевету показывает, что конфликт может перерасти в судебное противостояние. Дело осложняет дискуссию о свободе слова и границах допустимых высказываний. Мандзюк утверждает, что ее слова связаны с неприятием русского языка в условиях войны, но публичность дела и реакция общества усиливают давление на нее, включая потерю рекламодателей и угрозы. Прозрачность расследования важна для сохранения доверия к правосудию. Избегайте публичных высказываний, которые могут быть истолкованы как разжигание вражды. Если вы столкнулись с обвинениями, наймите адвоката и соберите доказательства своей позиции. Уважаемые зрители, мы рассмотрели 9 ключевых юридических новостей Украины за август 2025 года. От поддержки переселенцев до резонансных дел, таких как убийство Фарион и скандал с Мандзюк. Эти события формируют нашу правовую реальность. Мой совет: следите за законодательством, консультируйтесь с юристами и защищайте свои права. Пишите вопросы в комментариях, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новостей. Контакты для консультаций в описании. С вами был юрист Валерий Табаков.
До новых встреч!